Здравствуйте, в студии Андрей Норкин. Вы смотрите информационную программу телекомпании НТВ. В начале выпуска о главных темах. Владимир Путин избран президентом Российской Федерации. По данным на 10 часов утра по московскому времени, когда Федеральный информационный центр завершил свою работу, у Путина было 52,52% голосов избирателей. На втором месте Геннадий Зюганов, на третьем Григорий Явлинский. Американская киноакадемия присудила 5 премий «Оскар» фильму «Красота по-американски». Лента Сэма Мендеса признана победителем в номинациях «Лучший фильм», «Режиссура», «Главная мужская роль», «Оригинальный сценарий» и «Работа оператора». Лучшим анимационным фильмом года стал российский мультфильм «Старик и море». Итак, выборы президента завершены, второго тура не будет. Новым руководителем российского государства избран Владимир Путин, исполняющий обязанности президента, председатель правительства России. Официальные итоги выборов будут подведены через несколько дней, но уже сегодня утром, закрывая работу Федерального информационного центра, председатель Центра избиркома Александр Вишняков объявил Путина новым президентом России. Видимо, уже теперь серьезных изменений в раскладе голосов по кандидатам на должность президента Российской Федерации не произойдет. И можно говорить, естественно, только о предварительном выводе, что выборы не только состоялись, что мы еще констатировали с вами вчера вечером, но и предварительно можно говорить, что избран президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович. Итак, к 10 утра избирательные комиссии проверили 94,27% бюллетеней. Если разбить всех участников президентской гонки на тройки, учитывая при этом и показатель против всех, предварительные итоги выборов выглядят следующим образом. Владимир Путин – первое место, 52,52%. Геннадий Зюганов – второе место, 29,44%. Григорий Явлинский – третье место, 5,85%. Далее места распределяются так. Аман Тулеев – 3,4%, Владимир Жириновский – 2,72% и виртуальный кандидат против всех – 1,9% голосов. Третья тройка – это Константин Титов, ровно 1,5%, Элла Памфилова – 1,02% и Станислав Говорухин – 0,45% голосов избирателей. И, наконец, замыкают список Юрий Скуратов – 0,43%, Алексей Подберезкин – 0,14% и Умар Джабраилов, набравший 0,08% голосов избирателей. Теперь необходимо подсчитать все бюллетени, огласить окончательные итоги выборов и уже затем провести церемонию инаугурации нового главы государства. Как сказал сегодня Александр Вишняков, церемония инаугурации может состояться уже 5 мая. А до этого момента Владимир Путин останется исполняющим обязанности президента России, председателем правительства. В сегодняшний день Путин начал традиционным совещанием со своими заместителями и министрами-силовиками. Несмотря на то, что участники этих встреч по понедельникам накануне легли спать далеко за полночь, отменять или переносить сегодняшние консультации никто не собирался. Владимир Путин подчеркнул, что итоги выборов дают дополнительный толчок к работе с еще лучшими результатами. В последние месяцы, несмотря на все предвыборные баталии, нам с вами и вам прежде всего удалось сохранить полную управляемость. Вы не допустили ни одного провала ни по одному вопросу. И более того, в отличие даже от прежних лет, у нас показатели выше, чем мы с вами даже того ожидали. На мой взгляд, результаты выборов дают всем нам дополнительный толчок к тому, чтобы работали мы все еще более энергично и с большим результатом. Основания для этого есть. И только что мы получили сообщение с пометкой «Молния». Это информация агентства ИТАР-ТАСС. Игорь Иванов, министр иностранных дел Российской Федерации, который присутствовал на сегодняшней встрече в Белом доме, заявил буквально следующее. В связи с избранием нового президента будут внесены изменения во внешнюю политику России. Это пока все. Видимо, подробности поступят позднее. Слова исполняющего обязанности президента, которые зафиксировали журналисты на утреннем совещании в Белом доме, были не первым сегодняшним заявлением Путина для прессы. Поздно ночью, когда еще шел активный пресс-конференции, он рассказывал про свой страшный сон.
мне в страшном сне не могло присниться, что я когда-нибудь буду... Вот зря смеетесь, я говорю совершенно откровенно. Не могло присниться, что я когда-нибудь буду участвовать в выборах, потому что мне кажется, что это абсолютно бессовестное дело. Казалось до сих пор. Потому что ведь всегда нужно что-то обещать. И причем нужно обещать столько, даже не столько, а нужно обещать больше, чем твои конкуренты, чтобы выглядеть более успешным. Так? И мне всегда я не мог себе представить, что я буду обещать, зная, что какие-то вещи невыполнимы.